привет! С вами Светлана. Сейчас мы находимся в морской столице Болгарии, в городе Варна. Вся актуальная информация о курортном городе. В конце видео оценка по всем главным критериям. И не пропустите нашу постоянную рубрику «Стоит ли ехать? За и против». Об истории Варны можно рассказывать очень долго, поэтому я ограничусь только несколькими интересными фактами. Самые первые поселения на месте Варны появились более 7000 лет назад. Одно из древних названий Варны – Одессас, а в советскую эпоху город почти 6 лет носил имя Сталин. Варна – это место, где закончился последний крестовый поход в далеком 1444 году. Битву под Варной называют «битвой народов», поскольку это была последняя попытка христианской Европы вытеснить Османскую империю с Балкан. Климат. Варна имеет влажный субтропический климат со средиземноморским влиянием летом и особенно континентальным в осенне-зимний период. Самый теплый месяц в Варне – август, со средней температурой воздуха 24,7 градуса. Принято считать Варну городом с одним из самым большим количеством солнечных дней. Самое большое количество солнечных часов в месяц – это июль – 300 часов и август – 299. Средняя температура воды в море в мае – плюс 15,8 градусов, в июне уже плюс 21,5, а самая теплая вода в море в августе плюс 24,8 градусов. Местоположение. Город Варна расположился на Черноморском побережье Болгарии на берегу Варнинского залива. Рядом с городом расположены курорты святых Константина и Елены и Золотые пески. Транспорт. В Варну можно добраться на любом виде транспорта. На самолете, в Варне есть аэропорт, на поезде есть железнодорожный вокзал, на автобусе. Автовокзал принимает автобусы со многих стран мира и морем. Морской вокзал принимает даже круизные корабли. В Варне хорошо развит общественный транспорт, автобусы и троллейбусы. Цена билета по городу 50 центов. Сравнительно низкие цены на такси. Кто посещает город на автомобиле, следует знать, что город поделен на зоны. Синяя зона подразумевает платную парковку. Парковка стоит 1 евро за 1 час. При неоплате парковки ваш автомобиль эвакуируют. Есть и бесплатная парковка, о ней расскажу чуть позже в этом видео. Проживание. Варна предлагает без привлечения отличный выбор жилья по ценам от самых дешевых хостелов до элитного жилья, если бронировать заранее. Честно скажу, несмотря на огромный выбор жилья, нам пришлось потрудиться, чтобы что-то найти для видео, так как 90% жилья было забронировано до конца лета. Мы нашли один из самых недорогих эконом-вариантов проживания – хостел Гагарин Хаус. Расположен хостел в самом центре города. Он представляет собой спальное место на многоярусной кровати. Хозяин хостела радушно встретил нас и показал условия и обстановку внутри. Капсулы посмотрите, если интересно. Сегодня полная, поэтому так. Какого рода? То есть там свет, контакты внутри, то есть на все розетки. Люди живут. У нас компактное помещение очень. Тут, к сожалению, локация она прекрасная, помещение оно компактное, космическое, все очень маленькое. Вот. Бесплатный Wi-Fi, кондиционер, душ, туалет, СВЧ-печь, электрочайник и телевизор. Стоимость за сутки около 8 евро. Отзывы на букинге очень высокие, 8,3. А мы идем дальше. Вот вариант «Золотая середина», 3-звездочный Classic Hotel. Честно скажу,
У него отличное расположение, находится прямо в Приморском парке в окружении зеленых насаждений, рядом море и недалеко от центра города. Двухместный номер стоит 58 евро. Позиционирует себя как семейный отель. Отзывы на Booking 8,9, а это очень хорошо. И вот пример жилья премиум-класса. 5-звездочный Grand Hotel London, расположенный в самом центре Варны, недалеко от оперного театра. Двухместный номер стоит 100 евро. Это цена со скидкой от букинга и плюс Genius скидка. В эту цену включен только завтрак. Отзывы на Booking 8,5. Питание. В Варне просто огромный выбор ресторанов, кафе и других заведений общественного питания. Такой вот порядок цен в одном из ресторанов. Есть отели, которые предлагают свое питание, в том числе полный пансион или all inclusive. Если вы предпочитаете сами питаться, то продукты можно купить в магазинах таких как Kaufland, Lidl, Billa, Metro по нормальным ценам и без курортной наценки. Какие там цены на продукты, вы можете узнать из видео на нашем канале. В Варне есть рынок, где можно приобрести овощи и фрукты по ценам, которые немного дешевле, чем в магазинах. Есть небольшой рынок рыбный с таким вот ассортиментом и ценами. Тут же расположен и вещевой рынок. Пляж. Пляжи Варны протянулись более чем на 4 километра. Отдых в Варне примечателен тем, что, находясь в одном городе, вы можете посетить пляж с мелким песком или с камнями. На ваш выбор имеются пляжи с пологим входом в воду, что подходит маленьким детям. Есть пляжи с крутым входом, где через несколько метров глубина в рост человека. Есть пляжи, огражденные от открытого моря волнорезами, поэтому там почти нет волн. Доступ на все пляжи бесплатный. На пляжах есть платные зоны, где можно взять на прокат зонтик и шезлонг, и бесплатные, где можно расположиться со своими пляжными принадлежностями. Почти на всех пляжах работают спасатели. Пройдемся по пляжам Варны. Сейчас мы находимся на южном пляже. Он находится рядом с портом. Здесь можно поиграть в пляжный волейбол, но сегодня здесь никого нет, наверное, потому что очень жарко. Южный пляж самый широкий. Южный пляж с мелким песком. Вход в море пологий. К пляжу прилегает комплекс с плавательным бассейном, со спа-центром и фитнес-залом. Есть детские площадки рядом с кафе. Между южным и центральным пляжами располагается мини-аквапарк. Сейчас мы находимся на пляже Центральный. Слева находится большой парк и дорога с кафе и ресторанами вдоль моря. А справа пляж и море. Центральный пляж продолжает южный и вмещает в себя большое количество ночных дискотек, баров и клубов. Здесь шумно и весело. Центральный пляж с таким же мелким песком, вход в море еще более пологий. К центральному пляжу примыкает Приморский парк. Очень удачное сочетание моря, солнца, песок и зеленые насаждения, где в разгар дневного
Зноя можно найти прохладу. Это рыбацкий пляж, который мало пригоден для купания, так как по большей части каменист, но зато вдоль него тянется вереница кафе с разнообразной кухней, и сюда можно подъехать на машине. И все пляжи далее имеют возможность парковки автомобиля прямо у пляжа, и что приятно, бесплатно. Вот мы на пляже Офицерский, Запад. Сюда можно приехать на автомобиле, есть спасатели, душ, раздевалки, но вода здесь не очень чистая. Далее идет Офицерский Восток. Особенность пляжа в том, что из-за волнореза здесь волн почти нет. И можно купаться даже тогда, когда на других пляжах шторм. Сейчас мы находимся на пляже Рапонги и посмотрим, какая температура воды на этом пляже. Узнаем, какая же здесь температура на этом пляже. Вода немножко... Ну, сейчас посмотрим. Ну что, достаточно? Я думаю, достаточно. Так, какая же температура на этом пляже воды? Сколько? 20? 27? На пляже Рапонги аренда зонтика с шезлонгом обойдется в 5 евро. А чтобы с комфортом разместиться на кровати, нужно доплатить 18 евро. А если нужен шатер, то еще плюс 28 евро. Как видим, свободных мест нет. Рядом расположена небольшая спортплощадка и место для волейбола. По дороге к пляжу Буниты-2 встретился такой экзотический бар для серферов. Скорее всего, он работает в вечернее время. Место под названием Wake Park Varna. Здесь можно заняться вейкбордингом. Подходим к пляжу Буниты-2. Цены за зонт и шезлонг 5 евро. Пляж Почивка. С песком и крупными камнями вход в море резкий. Через несколько метров от берега глубина будет в полный рост человека. Не подходит для маленьких детей. Рядом с пляжем Почивка расположен дикий пляж, скрытый, или еще его называют нудистки. Чтобы туда добраться, нужно будет преодолеть преграду из камней. Также на другом береге Варнинского озера в районе квартала Сбрухова есть еще пляж. Что посмотреть в Варне? В Варне представлен огромный спектр культурных достопримечательностей, исторических зданий, театров, более 10 музеев и 30 галерей. Символом города является собор Успенской Святой Богородицы XIX века, который сейчас реставрируется. Он расположен в самом центре города. Если вы были в Варне, то, скорее всего, вы ходили до маяка, который находится рядом с портом. До него очень легко пройтись. Самым популярным местом для прогулки в Варне, конечно же, остается центральная пешеходная улица, которая начинается от самого большого фонтана города на площади Независимости и идет до центрального входа в Приморский парк. Варнинский Приморский парк – самый большой парк на Балканах, объявленный произведением паркового искусства. С парка открывается вид на море и пляж Рапонги. Тут же в парке можно посетить Варнинский дельфинарий. В Варне традиционно устраиваются фестивали и выставки. Некоторые располагаются прямо на улице, как это в Приморском парке. На выставке представлен выбор сувениров, которые можно привезти из отпуска. А вы знаете, что в Варне был найден некрополь, в котором обнаружили 3000 предметов из золота весом более 6 килограмм. Возраст предметов составляет около 7000 лет. Это одна из самых древних в мире находок обработанного золота. Сейчас эти золотые предметы находятся в Варне, которые можно посмотреть в археологическом музее. А это археологический музей, в котором хранятся золотые изделия, найденные в Варне.
Одной из достопримечательностей является действующий Варнинский оперный театр. Римские бани или римские термы Варни – это 4-й по величине комплекс в Европе. Также рекомендуем к посещению монастырь Аладжа. Для любителей шопинга в Варне есть торговые центры. Самый популярный это Молл Варна, Гранд Молл Варна, Дельта Планет Молл. В каждом из этих торговых центров есть кинотеатры. Мы обратились к гостям города с одним вопросом. Почему вы выбрали Варну? Я из Москвы приехал в Варну, потому что здесь тепло. Тепло и вкусная еда. Собственно, все. В этом году мы приехали в Германию отдыхать. Ну, ты пока так погоняй. Так как мы живем в Нюрнберге некоторое время и выбирали, чтобы нам было удобнее с транспортом. Оттуда есть прямой рейс, авиарейс Нюрнберг-Варна. И мы уже выбирали тут, и вот выбрали отель «Сильвер». Мужчина в церкви, другой совершенно человек, приходит и говорит: знаете, а у меня есть апартаменты в другом городе, если вы хотите, можете приехать отдохнуть там. И так вот Бог нас благословил, и мы уже больше, чем 8-й раз приезжаем в Болгарию отдыхать. Слава Богу. Плюсы курорта. Отличное сочетание большого морского сада и моря рядом. Транспортное сообщение, максимальный выбор жилья любой ценовой категории по приемлемым ценам. Минимальные цены на такси и продукты. Море и пляж подойдут и для маленьких детей. Есть огромное множество достопримечательностей и развлечений как в самом городе, так и в окрестностях. Также курорт отлично подойдет для людей, которые любят культурные мероприятия, выставки, галереи, фестивали. Минусы курорта. Существенных минусов мы не обнаружили. Единственное, нет на пляжах голубого флага. Но можно съездить на пляж Святых Константина и Елены или Золотых Песков прямо на городском автобусе. Также существует проблема дефицита парковок в центральной части города. Возле моря в целом ровная поверхность, без резких подъемов и спусков. Но есть такие районы, например, Винница, когда вам придется спускаться к морю с высоты и потом забираться обратно. И оценка курорта по основным критериям. Ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы не пропустить мои новые видео. Желаю всем успехов!